преддверии очередного праздника Победы, когда улицы вновь заполнятся военной символикой и громкими лозунгами о героическом прошлом, особенно важно задуматься о психологических механизмах, лежащих в основе этого явления. Почему год за годом нас призывают сосредотачивать коллективное внимание на событиях, связанных с массовой гибелью, болью и страданиями? Какую энергию мы на самом деле активируем, принимая участие в подобных ритуалах? Любая концентрация внимания на чем-либо заряжает объект наблюдения энергией, запуская скрытые программы, заложенные в его структуру. Говорю вам не просто как психолог, но как человек, изучивший изнутри работу систем контроля массового сознания. Механизмы подобного влияния опасны и разрушительны. Культ победы – инструмент исключительно для диктаторов. Им жизненно необходимо легитимизировать свое право на насилие над народами, переписывая историю под собственные нужды. Джордж Оруэлл предупреждал: кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. Эти слова сегодня актуальны как никогда. Человеческая психика устроена принципиально иначе. Она стремится исцелиться через освобождение от травм. Люди интуитивно стараются забыть страшное, чтобы жить дальше. Это естественный защитный механизм восстановления. Но что происходит вместо этого? Ежегодно, словно черт из табакерки, возникает праздник в честь массового уничтожения миллионов жизней. Трудно представить более противоестественную, более травматичную для коллективной психики практику. Подлинные праздники всегда несут созидательный, жизнеутверждающий подтекст. Вспомните мудрость наших предков. Они отмечали Новый год осенью как торжество урожая. Празднование весны символизировало обновление жизни и надежду на будущее процветание. В этом заключена глубочайшая психологическая мудрость. Направлять коллективное внимание на созидание, а не на разрушение. А праздники в честь войн – это дорога в бездну. Какое кощунство называть праздником день, залитый кровью миллионов. Какой чудовищный цинизм! И главный вопрос – кого на самом деле победили? Исторические факты неоспоримы. Два тоталитарных диктатора – Сталин и Гитлер – сговорились разделить мир, совместно развязав кровавую бойню в Европе. Но знаете пакт Молотова-Риббентропа? Затем один решил предать другого. И в итоге мир избавился от одного фашистского режима, позволив второму продолжать свое смертоносное дело. Метастазы тоталитарной идеологии СССР трансформировались и проросли в современной Российской Федерации. Вацлав Гавел, человек, прошедший через горнило сопротивления тоталитаризму, говорил, что правда и любовь всегда в конечном счете побеждают ложь и ненависть. Однако для этой победы необходимо мужество называть вещи своими именами, не позволяя манипулировать историей. Сегодня этот режим, виновный в геноциде многих народов, празднует мнимую победу над фашизмом. Но жестокая статистика говорит сама за себя. В СССР до, во время и после войны от репрессий собственного режима погибло больше граждан, чем от рук нацистов. Это не праздник, а трагический фарс, оскверняющий память миллионов жертв. Мир словно околдован магией лжи и подмены понятий. Однако фундаментальные законы бытия невозможно обмануть никакими пропагандистскими трюками. В Библии сказано мудро и точно: «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Эта духовная закономерность неумолима. Каждый, кто сеет ложь и манипуляции, неизбежно пожнет их плоды. Как гениально заметил отец-основатель Томас Джефферсон: когда люди боятся правительства, это тирания. Когда правительство боится народа, это свобода. Эта свобода подлинная, основанная на правде и уважении к человеческому достоинству. И есть то, к чему мы все должны стремиться, преодолевая пропагандистскую мглу победобесия.
Сегодня мы поговорим о малоизвестных, но крайне опасных психотехнологиях, которые нарушают личные границы человека, вовлекая его в энергетические матрицы, о существовании которых ему даже не сообщают. Представьте, что вы приходите на публичное мероприятие, не подозревая, что участвуете в ритуале, созданном для перенаправления вашей энергии. Никто не предупреждает о возможных последствиях, никто не спрашивает вашего осознанного согласия. Это фундаментальное нарушение ваших личностных границ, сравнимое с медицинским вмешательством без информированного согласия пациента. Процесс начинается с незаметного смещения вашей идентичности. Из уникальной личности с собственной волей вы превращаетесь в часть коллективного «мы». Через ритуалы, повторяющиеся нарративы и символические действия в вас культивируется ощущение принадлежности к надличностной группе, народу, нации, идеологическому движению. Затем создается эмоциональная связь с людьми прошлого. Наши деды, наши предки, наши герои. Эти фразы работают как психологические якоря, привязывающие ваше эмоциональное состояние к событиям, в которых вы никогда не участвовали. Вы начинаете чувствовать глубокую связь с людьми, которых никогда не встречали, и с событиями до вашего рождения. Особенно важный элемент – искажение временных границ. События прошлого представляются не как завершенные исторические факты, а как нечто происходящее всегда и сейчас. Война не закончена, враг не побежден окончательно, борьба продолжается. Эти формулировки создают иллюзию вашего активного участия в давно минувших событиях. Один из ключевых маркеров деструктивных психотехнологий – это постоянные призывы к борьбе и противостоянию. Обратите пристальное внимание, матрица магического воздействия неизменно проявляется через воинственную риторику. Она буквально пропитана языком конфронтации. Воевать, бороться, защищать, противостоять, атаковать, победить, разгромить, уничтожить. В этой парадигме вас постоянно побуждают занять позицию воина, защитника, борца, всегда против кого-то или чего-то. Как отмечал мудрец Лао Цзы, тот, кто победил других, силен, но тот, кто победил себя, могуществен. Эта древняя мудрость указывает на иллюзорность внешней борьбы и подлинную силу внутренней трансформации. В противоположность этому матрица жизни демонстрирует поразительную экологичность и естественность. Она не требует войны и противостояния. Солнце просто светит, оно не объявляет войну теням, не разрабатывает стратегии борьбы с тьмой, не мобилизует свои лучи для атаки. Оно просто существует в своей полноте, и тени исчезают сами, безо всякого противостояния. Это фундаментальный закон природы. Подлинный свет не нуждается в борьбе с тьмой. Он просто существует в своей полноте. И тьма отступает естественным образом, без усилий, без стратегий, без жертв. Как прекрасно выразил это Мартин Лютер Кинг. Тьма не может изгнать тьму, это может сделать только свет. Ненависть не может изгнать ненависть, это может сделать только любовь. Когда вы слышите призывы к борьбе и противостоянию, помните об этой фундаментальной истине. Подлинная сила не воюет. Она просто существует в своей полноте. И этого достаточно. Что должно насторожить вас в первую очередь при столкновении с коллективными практиками? Прежде всего, отчетливая ритуальность происходящего. Обратите внимание на строго регламентированные повторяющиеся действия, неизменные символы, устойчивые речевые формулы и жестко определенную последовательность событий. Все это безошибочные признаки организованного системного воздействия на глубинные слои вашей психики. В естественных, здоровых человеческих взаимодействиях ритуальность минимальна,
а имеющиеся ритуалы отличаются гибкостью и спонтанностью. Посмотрите, как писал выдающийся психолог Карл Густав Юнг. Ритуал – это способ перенести осознанное внимание в бессознательное. Там, где есть повторение, есть значение. Именно на этот бессознательный уровень и направлено воздействие манипулятивных практик. Жесткая регламентация, строгое соблюдение последовательности, обязательность элементов – все это не случайные черты, а тщательно разработанные сигналы управляемого процесса, цель которого – постепенное преобразование вашей самоидентификации. В этом измененном состоянии сознания вы незаметно для себя начинаете приписывать себе как достижения, так и провалы целых поколений, живших задолго до вас. Обратите внимание на эти магические формулы коллективной идентичности. Мы победили, наши достижения, наши ошибки мы никогда не забудем, мы обязаны помнить. Эти психолингвистические конструкции методично создают иллюзию вашей личной причастности к историческим событиям, в которых вы физически не могли участвовать. В результате вы испытываете необоснованную гордость за то, чего никогда не совершали, и иррациональный стыд за то, в чем объективно не можете быть виноваты. Как метко заметил философ Эрих Фромм, человек, отождествляющий себя с группой, избегает неуверенности, приобретая чувство принадлежности, но теряет независимость своего мышления и критическую способность суждения. Осознание этого механизма – первый шаг к восстановлению психологического суверенитета и возвращению способности самостоятельно определять, где заканчивается ваша подлинная ответственность и начинается коллективная манипуляция. На самом глубинном уровне этого психологического механизма лежит искусное формирование ощущения непогашенного долга перед прошлым. Вслушайтесь в эти фразы, которые звучат повсеместно. Мы в неоплатном долгу перед дедами, мы обязаны вечно хранить память. Мы не имеем права забыть их подвиг. Эти, казалось бы, благородные установки в действительности создают особый энергетический канал, через который систематически отводится ваша жизненная сила. Как отмечал выдающийся психоаналитик Карл Густав Юнг, то, чему вы сопротивляетесь, упорствует. То, что вы принимаете с благодарностью, трансформируется. В контексте коллективной памяти это означает, что здоровое принятие и интеграция исторического опыта трансформируют его в мудрость, тогда как бесконечное служение долгу консервирует травматический опыт, делая его вечным энергетическим вампиром. Происходит изощренная энергетическая эксплуатация. Ваше внимание, эмоциональная вовлеченность, психические ресурсы и даже материальные средства незаметно перенаправляются на поддержание исторических конструктов, которые нередко становятся фундаментом для современных политических манипуляций. Ваше настоящее превращается в бесконечную службу прошлому, а подлинная способность творить будущее атрофируется. Финальная, наиболее опасная стадия этого процесса наступает, когда вы начинаете яростно защищать определенный исторический нарратив уже не как внешнюю информацию или даже убеждение, а как неотъемлемую часть собственной личности. Любая альтернативная интерпретация событий, даже подкрепленная документальными свидетельствами, воспринимается не просто как интеллектуальное несогласие, а как экзистенциальная угроза, как личное оскорбление, посягательство на сакральное. Философ Бертран Рассел точно охарактеризовал это состояние. Большинство людей скорее умрут, чем начнут мыслить, и многие так и делают. В этой финальной стадии критическое мышление полностью блокируется,
Противоречащие официальному нарративу факты автоматически отвергаются на эмоциональном уровне без малейшей попытки рационального анализа. Парадоксально, но человек, считающий себя защитником исторической правды, становится ее главным противником, поскольку утрачивает саму способность различать правду и ложь, подменяя их категориями «наше» и «чужое». Осознание этих глубинных механизмов – необходимое условие для восстановления энергетического суверенитета и возвращения способности направлять свою жизненную силу не на служение прошлому, а на созидание настоящего и будущего. Как эффективно защитить свое сознание от тонких психологических манипуляций? Позвольте представить систему ментальной самообороны, разработанную на основе глубокого понимания психологических механизмов влияния. Первое и главное оружие защиты – осознанность. Сам факт понимания механизмов психотехнологий радикально снижает их эффективность. Как говорил великий психолог Карл Юнг, до тех пор, пока вы не осознаете бессознательное, оно будет направлять вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой. Осознанный ум непроницаем для манипуляций, как вода непроницаема для лучей света. Они проходят, не оставляя следа. Второй уровень защиты – развитие внутреннего наблюдателя. Практикуйте внимательное отношение к любым коллективным ритуалам, особенно связанным с историческими событиями. Регулярно задавайте себе ключевые вопросы: куда в данный момент направляется моя энергия? Какие эмоции во мне пробуждает этот ритуал? Не формирует ли во мне образ врага? Кто получает выгоду от моей эмоциональной вовлеченности? Третий уровень – культивирование экологичного мышления. Помните фундаментальный природный принцип? В природе нет борьбы со тьмой, есть лишь присутствие света. Когда вас призывают с чем-то бороться, противостоять, атаковать, это всегда должно включать внутреннюю тревогу. Природа не знает противостояния, она знает только трансформацию и развитие. Живые процессы направлены на созидание и гармонию, а не на борьбу и разрушение. Четвертый уровень – практика энергетической гигиены. Регулярно очищайте свое энергетическое поле от чужеродных программ. Для этого достаточно периодически задавать себе вопрос: все ли мои убеждения действительно мои, или некоторые из них были незаметно внедрены извне. Полезная практика на представлять, как с выдохом вы освобождаетесь от всех энергетических привязок, которые не служат вашему высшему благу. Глубокое знание психологических механизмов и осознанное отношение к любым ритуалам становится вашим надежным щитом. Сохраняйте границы своей личности, не позволяйте размывать вашу индивидуальную ответственность и вовлекать вас в коллективную карму без вашего полного осознанного согласия. Помните золотое правило энергетического суверенитета: ваше внимание – ваша сила. Направляйте его осознанно. Ваша жизненная энергия принадлежит только вам, и только вы вправе решать, куда ее направлять. На поддержание исторических конструктов или на созидание лучшего настоящего и будущего. Итак, дорогие друзья, давайте повторим главные этапы зомбирования во время ритуалов Дня Победы. Нужно понимать, что культ победы функционирует как многоуровневая система психологического программирования, которая овладевает сознанием людей постепенно и незаметно. Можно наблюдать, как ежегодно проводятся эти ритуалы. Ленточки, парады, громкие лозунги. Процесс зомбирования начинается с незаметного размывания индивидуальных границ. Праздничные мероприятия незаметно трансформируют самоощущение человека от «я» к коллективному «мы». Происходит растворение личности в надличностной группе. Человек перестает быть собой, он становится частью толпы. Таким образом, нарушаются защитные механизмы психики.
Затем активно внедряется трансгенерационная травма через эмоциональные триггеры, такие как «наши деды» и «наши герои». Формируется глубокая эмоциональная связь с событиями, в которых человек физически не участвовал. Вы задумывались, почему возникает гордость или вина за то, что сделали другие люди? Это и есть навешивание ярлыков, классическая демоническая манипуляция сознанием. Когда человек уже принял чужое как свое, то запускается ключевой механизм манипуляции – темпоральное искажение, то есть манипуляция временем. Война в сознании представляется не как завершенное прошлое, а как непрерывный процесс, требующий постоянной готовности к действию. Сознание милитаризируется через ежедневную риторику с призывами защищать, бороться, противостоять. Формируется постоянное ощущение угрозы и необходимость быть готовым к конфронтации. И вот через внушение идеи вечного долга перед павшими создается надежный канал отведения жизненной энергии. Настоящего человека, его энергия, которая могла бы служить семье, счастью, карьере, здоровью, буквально приносится в жертву служению прошлому. Достаточно посмотреть вокруг. Сколько ресурсов тратится на военные памятники, парады, мероприятия вместо больниц и школ, за счет чьей энергии все это становится возможным. Исторический нарратив превращается в нечто священное, где любое критическое осмысление воспринимается как предательство. Особенно опасным элементом этой системы становится формирование коллективной ответственности. Людей убеждают, что абсолютно все несут общую вину или общую славу за действия отдельных индивидов. Происходит подмена индивидуальной кармы, коллективной. Но законы мироздания неумолимы, каждый отвечает только за свои поступки. Принимая на себя коллективную карму войны, человек добровольно подключается к эгрегору насилия и страдания, отдавая и питая его своей энергией. Завершающий этап. И вот уже сформировался иммунитет против фактов. Человек уже не способен воспринимать информацию, противоречащую внедренному нарративу. И что мы видим? Происходит автоматическое отвержение неудобных фактов, даже без попытки их проанализировать. И вот система замыкается, превращая человека из субъекта истории в обслуживающий элемент коллективной матрицы. Созидательная энергия перенаправляется от построения будущего к бесконечному долгу перед прошлым. Дорогие друзья, напоследок хочу обратиться к вам с важной просьбой. Как вы, наверное, знаете, для гармоничного течения энергии во Вселенной необходим правильный энергообмен. Я старалась донести до вас эту ценную информацию, вложив в создание видео немало энергии, времени и ресурсов. Если материал оказался для вас полезным и заставил задуматься, пожалуйста, поддержите нашу работу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, что особенно важно, делитесь этим видео со своими близкими. Каждый человек, освободивший свое сознание от манипуляций, это еще один шаг к преображению нашего мира. Чем больше людей узнают правду, тем ближе мы к нашей общей цели – жить в мире, где царит истина, а не пропаганда. А для тех, кто хочет поддержать нас дополнительно, у вас есть возможность стать спонсором канала. Спонсоры получают эксклюзивный доступ к дополнительным материалам, закрытым эфирам и практикам по защите от психологических манипуляций. Помните, что ваша поддержка – это не только благодарность нам, но и ваш личный вклад в большое дело освобождения коллективного сознания от деструктивных программ. Вместе мы сила, способная менять мир к лучшему, с благодарностью и верой в наше совместное светлое будущее. А с вами была я, Виктория Высочанская, ментор, коуч с уникальными телепатическими способностями.
До новых встреч на нашем канале!